Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня рисуем пейзаж. Наиболее интересные пейзажи – это пейзажи гор. Они таинственны, загадочны и тем самым также великолепны. Сегодня рисуем в стиле китайской живописи традиционный пейзаж. Использовать будем рисовую бумагу, минеральные краски и тушь, а также каллиграфические кисти. Сначала мы должны будем сделать набросок, точно так же, как если бы мы рисовали с вами карандашом, а затем уже красками акварельными, то есть точно так же, как в акварели. Сначала делается карандашный набросок, а потом уже наносятся краски. Здесь мы сейчас с вами вместо карандаша будем работать кисточкой и черной тушью. Задача состоит в том, чтобы разбавить несколько оттенков туши. Мы будем двигаться по использованию оттенков от светлого к темному. Значит, начинаем мы с самого наиболее светлого оттенка, серого оттенка туши, и делаем им рисунок, который потом будем заполнять цветом. У рисунка будет несколько ступеней. Работаем мы с вами кончиком кисти. Если вам трудно делать это средней или объемной кистью, вы берете малую кисть. На малую кисть придется чаще просто брать краску. И следите за тем, чтобы влаги на кисточке у вас было по минимуму, чтобы не растекалась тушь, чтобы в данном случае кисточка у нас работала как карандаш. Итак, мы начинаем со светлых оттенков туши и наносим очертания тех объектов, которые с вами собираемся изображать. Передо мной в данном случае уже имеется готовая работа, которую я копирую, но в упрощенном варианте, чтобы нам с вами было проще на нем понять все ступени пейзажного китайского рисунка. Использую я рисунок одного из мастеров китайской живописи. Поэтому передо мной сейчас лежит референс. Вам я также советую распечатать себе референс той картины, которую вы собираетесь рисовать, и смотря на нее, зная уже технологию, которую мы сейчас с вами рассматриваем, вы сможете легко изобразить любой понравившийся вам китайский пейзаж, в основном. Потому что, в принципе, техники бывают в китайской живописи разные. Итак, мы наносим с вами контуры гор и скал ближнего и дальнего плана. Как я говорила, мы работаем кончиком кисти и пока что самым светлым оттенком туши. Как получать светлый оттенок туши? Вы просто разбавляете ее водой, а затем излишки влаги убираете об салфетку. Салфетка также легко и быстро впитывает влагу, как и рисовая бумага. В принципе, если у вас излишки рисовой бумаги есть, можете и об рисовую бумагу убирать излишки туши, и на ней же, собственно говоря, и проверять концентрацию туши, насколько она темная или светлая. Работать кончиком кисти – это значит оказывать минимальное давление на кисть или вообще не оказывать никакого давления. Как я уже говорила, для получения тонких линий мы оказываем минимальное давление на кисть, для получения более толстых линий мы увеличиваем давление на кисть. Китайская живопись настолько гармонична, что я не знаю, что еще более могло бы быть гармоничным, и композиции строятся там на основе красоты и изысканности, а не на основе привычных нам правил западной живописи, где мы больше мыслим геометрически и пространственно. Для того, чтобы изобразить дома, мы набрали более активный оттенок туши, самый активный, возможный, черный. И, как и прежде, минимум
у нас влаги на кисти. Теперь рисуем деревья. Здесь уже нужно будет в некоторых местах более оказывать давление на кисть, в некоторых менее, для получения тонких веток и толстого ствола. Работаем все так же активной тушью. Теперь кончиком кисти продолжаем работать и проводим такие разные по размеру линии рядом с друг другом, вертикальные линии, намечаем стволы будущих деревьев, которые мы будем прорисовывать на нашем пейзаже. Также поступаем и на скалах заднего плана, и на холмах переднего плана. Как вы видите, размеры, они весьма относительны, то есть мы не стремимся все геометрически и пропорционально правильно передать. То есть деревья могут казаться нам гораздо выше, чем должны быть, и так далее, но это не суть. Также, когда вы рисуете в азиатской живописи, следите за своим внутренним состоянием и наслаждайтесь процессом, который вы совершаете, потому что картина, она будет передавать не только то, что вы изображаете, а также и ваше настроение в процессе работы, и на смотрящего будет оказывать такое же влияние. Нарисуем несколько деревьев. Одни мы нарисовали с заполненным черным стволом, а для написания других я воспользовалась малой кистью, чтобы мне линии нужны тонкие, чтобы ничего излишней влаги на кисти у меня не было, поэтому я взяла малую кисть, которая много воды не берет. И сейчас обрисовываю контуром будущие стволы деревьев, которые потом буду заполнять цветом. Так мы нарисуем несколько деревьев, на которых потом будем изображать листву. Много веток прорисовывать не нужно. Теперь следующая ступень того самого рисунка, так сказать, можно даже сказать, что это подмалевок, собственно говоря. Мы берем более активный оттенок туши, но не самый насыщенный пока, а средний. В принципе, мы работаем 3 оттенками туши: серым, серединным серым и насыщенным черным. Так что перед тем, как рисовать, можете потренироваться, как разводить себе вот эти оттенки и найти эти 3 своих оттенка, и мы ими работаем. Как вы видите, я начинаю заполнять пространство прежде нарисованных мною объектов, тем самым задавая им текстуру, фактуру и объем. Здесь вы уже видите, что я работаю не только линиями, но и в некоторых местах вертикальными, в некоторых местах горизонтальными пятнами, намечая на холмах места растительности и мха и всяких других порослей. На скалах в основном продолжаю работать вертикальными линиями, и в некоторых местах оставлю пятна, прижимая кисть, обозначая места для растительности. Мы затем повторим то же самое и цветом, то есть чтобы нам получить объем, мы в процессе создания рисунка прорисовываем такие как можно больше деталей, которые нам зададут объем и фактуру. А когда будем работать цветом, там уже мы будем как можно более чаще менять цвет, цветовые оттенки для получения объема. Сейчас мы уже переходим на самый темный оттенок туши. Мы берем уже черный, насыщенно концентрированный цвет и продолжаем делать то же самое, что делали до этого. По уже существующим элементам детализации мы их прорисовываем еще раз и добавляем таких же деталей, только уже в более активном черном цвете. То есть на скалах и холмах мы еще добавляем текстуры, и в некоторых местах мы уже начинаем более активно намечать растительность, а также стволы для растительности. В некоторых местах мы работаем даже совершенно абсолютно сухой кистью, но с краской. То есть мы набрали на кисть краску, а потом об салфетку выгнали всю лишнюю жидкость, чтобы на кисти
осталась только тушь, а сама кисть была сухая. И как бы, можно сказать, даже мы скребем по бумаге, оставляя такие следы с пробелами. Делаем это в основном на скалах, нанося еще вертикальных полосок. И на тех местах, где мы наметили уже растительность серым оттенком, и прямо в других местах уже сразу работает темным оттенком, мы оставляем небольшие отпечатки кончика кисти, располагая их, кисть держа при этом горизонтально, но двигаясь по скалам в вертикальном направлении, мы намечаем еще места для растительности. Затем таким же способом мы прорисовываем уже деревья дальнего плана. Вот то, что мы сейчас делаем, это на уже намеченных вертикальных полосках, прежде тонких полосках, мы начинаем на них насаживать зелень деревьев. Пока что еще черным цветом, той же самой активной тушью, прижимая кончик кисти и оставляя горизонтальные такие отпечатки, двигаясь по форме треугольника, как, собственно говоря, и выглядит дерево в виде конуса или треугольника, мы на вот эти прежде нарисованные линии таким образом насаживаем вот эти отпечатки кончика кисти. Растительность делаем достаточно обширно везде, но и в то же время умеренно, там, где это уместно, но, как я говорю, если у вас есть референс, то это не проблема. И на деревьях мы тоже намечаем тем же самым способом, только уже более объемно, прижимая кисть от кончика до пяточки, намечаем зелень. А здесь, на этом дереве, мы изобразим таким образом, оставим такие спиральные серпантинные кончиком кисти веточки, так их нарисуем. И еще одно дерево, оно будет у нас красивого красного цвета, точнее то, что на нем произрастает, мы рисуем как в виде веера, контур в виде веера. И теперь начинаем заполнять все цветом. Начнем с зеленых оттенков. Возьмите несколько готовых зеленых оттенков или намешайте свои оттенки. Как получить зеленый? Ну, мы знаем, нужно смешать желтый с синим, и тогда будем получать более холодные или более теплые оттенки. Можно примешивать какой-то третий цвет и тем самым уже и более изменять. И в основном мы располагаем зеленый цвет, двигаясь сверху вниз с макушки скал по вертикали, в некоторых местах, в основном по краям и в некоторых местах в середине. Мы просто касаемся кистью бумаги и проводим и делаем мазки, такие вертикальные мазки, но все зависит от того, какую форму мы, собственно говоря, заполняем. То есть движение кисти и заполняющий мазок подчиняется форме, которую мы заполняем. То есть производимые нам мазки зависят от того, какую форму мы сейчас с вами заполняем цветом. То есть, соответственно, и мазки двигаются либо по вертикали, либо по горизонтали. Но в простоте своей мы просто касаемся кистью бумаги, потому как бумага рисовая активно впитывает и краску, и влагу, и сама ее, собственно говоря, распределяет и творит волшебство, а вы получаете удовольствие. Итак, разными оттенками зеленого мы пока что наносим эти оттенки на скалы. В некоторых местах остальную часть мы будем заполнять оттенками коричневого. И на деревьях зелень. Воспользуйтесь несколькими оттенками зеленого и, прижимая кисть от кончика до самой пяточки, весьма рандомно поставьте пятна по уже прежде намеченных местах для зелени. Теперь переходим на коричневый. Работаем разными оттенками коричневого цвета, также думаем над тем, где у нас все-таки расположена тень, а где у нас падает свет. Как вы знаете, если когда-нибудь были в горах, то в горах вот свет и тень меняются очень быстро, поскольку преломляется свет, падая на скалы, и какие-то скалы выпадают и
остаются на свету, а какие-то прямо находящиеся рядом уже лежат в тени. Ну, соответственно, и мы с вами подбираем цвета. Если перед вами референс, то никаких проблем нету. А если вы уже рисуете, как бы сказать, сами от себя, из головы, то тут уже надо подумать. Но с натурой все тоже очень просто, кроме того, что солнце движется быстро, и свет и тени на том месте, на котором мы рисуем, очень быстро меняются. Итак, значит, смысл в том, что мы постоянно чередуем цветовые оттенки от светлого к темному, и в зависимости от того, где у нас тень, там более затемняем. Здесь мы просто закрашиваем, можно так сказать, что как раз краску раскрашиваем, так и закрашиваем, но только, конечно, по мазочному принципу. Как я уже говорила, что движения кисти, совершаемые нами мазки, они подчиняются закону формы, которую мы с вами заполняем. Здесь уже влаги на кисточке должно быть достаточно много, умеренно, чтобы краска могла свободно растекаться по бумаге, но не потекла туда, куда она не должна потечь. Мы все-таки с вами уже наметили рисунок и работаем в рамках нами с вами нарисованного рисунка. Когда мы проработали верхние скалы, мы переходим на нижние холмы, и там придерживаемся всего того же самого принципа. Единственное, что мы знаем, что у нас передний план, он всегда поярче, а задний план, он всегда бледнее, так как он где-то там вдали, в воздушной перспективе, да, а ближний он как бы поярче. Поэтому это правило можно соблюсти и усилить ближний фон, и дать здесь побольше таких жизненных, таких зеленых оттенков. Тем более, что у нас здесь на переднем плане очень много зелени. И продолжаем работать в этом самом принципе. Заполняем имеющиеся у нас пустоты цветом. Те самые участки, которые мы с вами прежде прорисовали, они должны быть совершенно абсолютно сухими. Это, кстати, то, о чем я забыла сказать. Прежде чем на черно-белый рисунок наносить краску, мы должны убедиться в том, что рисунок совершенно абсолютно высох, чтобы, когда мы наносим краску на рисунок, прежде тушь, черная тушь, которую мы рисовали, не потекла. Пока рисунок высыхает, надо дать нам все краски высохнуть, которые мы нанесли, нарисуем крыши, но просто закрашиваем их подходящим по оттенку цветом. Теперь мы начинаем прорабатывать более детально деревья дальнего плана. Для этого по уже имеющимся намеченным тушью местам мы повторяем те же самые мазки, прижатие кончика кисти, и вот эти вот отпечатки мы располагаем по той самой прежде уже намеченной форме, то есть треугольник или конус тех самых деревьев. Для этого берем такой темный зеленый, чтобы их выделить и выделить те места, в которых они расположены. То есть мы делаем очень много таких небольших отпечатков кончика кисти по той форме, которую прежде наметили. Точно так же поступаем и с зеленью на деревьях, но уже более прижимая кисть. Теперь просто прижимая кисть от кончика до пяточки, мы заполняем область под домами дальнего плана, намечая почву такими оттенками зеленовато-коричневого. И взяв более тонкую кисть, потому что я не хочу, чтобы у меня поплыла краска, можно воспользоваться в принципе средней кистью, я заполняю стволы деревьев, которые были нарисованы контуром. Для этого использую разные оттенки коричневого. Но все зависит от того, как у вас перед вами референс, какой пейзаж вы рисуете и в каком цветовом решении вы все это спланировали. Теперь то самое красивое дерево, о котором я говорила, где мы прорисовывали ветки такими похожими на веера, мы заполняем такой бордово-коричневым оттенком, или можно прямо красным цветом. И к тому дереву, которое мы прорисовывали серпантином, мы таким же серпантинным мазком прорисовываем оттенком зеленого еще немного листвы по уже намеченным прежде тушью. И последнее, что нам остается с вами сделать, это еще немного добавить объема и
текстуры. Для этого мы должны убедиться в том, что вся прежде нанесенная краска, весь слой краски высох абсолютно, чтобы у нас ничего не потекло. Берем самый возможный темный коричневый, в зависимости от нашего цветового решения. И опять то, что мы с вами в самом начале делали тушью, делаем сейчас коричневым цветом. Это рисуем вертикальные или горизонтальные полоски в зависимости от формы, на которой мы работаем, чтобы добавить текстуры. И это последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще бы вы хотели, чтобы мы с вами нарисовали.